Начинаем выполнение с 5 воздушных петель, замкнутых кольцом. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5. Ввожу крючок в первую воздушную петлю и выполняю соединительную. Мое колечко из 5 воздушных петель готово. И далее я выполняю 3 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют столбик с накидом. Далее у меня будет арочка из 3 воздушных. 1, 2, 3. Накид на крючок, и я выполняю 2 столбика с накидом. Первый, и при этом, видите, я ввязываю нить. И второй. Далее вновь арочка из 3 воздушных петелечек и 2 столбика с накидом. 1 и 2. Далее арочка из 3 воздушных и опять 2 столбика. 1 и 2. Мы с вами выполнили 1, 2, 3 арочки. Далее 4-я арочка из 3 воздушных. И столбик 1, 2. И 5-я арочка 1, 2, 3, 4. Ой, прошу прощения, арочка из 3 у нас, помним, да, воздушных. И столбик с накидом. И я завершаю выполнение ряда 1, 2, 3, ввожу крючок в 3-ю воздушную петлю подъема и выполняю соединительную. Вот моя серединка, можно так сказать, готова. Из 5 арочек 1, 2, 3, 4, 5. И я могу приступить к выполнению самих лепесточков. И мы с вами будем выполнять наши лепесточки с бисером. Я подтянула бисер. И давайте приступим. Я выполняю одну воздушную, подтягиваю. Она мне нужна для перехода от одного ряда к другому. Далее под арочку выполняю столбик без накида. Далее подтягиваю бисеринку и выполняю полустолбик с бисеринкой. Вот таким образом. Далее буду выполнять 3 столбика с накидом с бисеринкой. Накид с бисериночкой, ввожу крючок под арку и выполняю первый столбик с накидом. Далее второй. И далее третий столбик с накидом с бисериночкой, напоминаю. Далее полустолбик с бисеринкой. И столбик без накида, без бисериночки у нас с вами будет. Вот таким образом. Вот такой у нас с вами лепесточек готов. И далее мы выполняем все 5 лепестков. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Под арочку столбик без накида. Далее полустолбик с бисеринкой. И 3 столбика с накидом и так далее. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение нашего кругового ряда. Я выполнила все 5 лепесточков. Видите, вот такие нежные, красивые. Давайте изнаночку посмотрим. После того, как я выполнила столбик без накида, я ввожу крючок. Вот смотрите, воздушную пропускаю и вершинку столбика без накида ввожу крючок, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И, кстати, чем удобен цветочек, вы на каждом этапе можете остановиться, и у вас уже будет готовый такой проект. Далее я выполняю воздушную работу, переворачиваю и захватываю, вот видите, столбик с накидом.
выполняю столбик без накида. Далее захватываю рядышком, это у меня петли подъема, столбик без накида выполняю. Далее я выполняю арочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. И опять же ввожу крючок, вот таким образом обхватываю и выполняю столбик без накида. И под следующий опять же ввожу крючок, столбик без накида. Мы с вами выполняем вогнутые столбики без накида. Их можно провязывать двумя способами. Мы с вами вот выполнили такой необычный 1, 2, 3, 4 арочку я выполнила из 4. То есть, как правило, захватывают вот таким образом. Но мы с вами будем захватывать вот так. Большого значения это не имеет, но в нашем случае это просто удобнее. И так я выполняю до конца моего ряда. То есть вот такие, видите, арочки из 4 воздушных я выполняю. Вы выполняете так, как вам удобно, столбики. Так будем выполнять до конца ряда. И я завершаю выполнение наших арочек. Это 5-я арочка из 4 воздушных. И теперь смотрите, я беру вот мой первый столбик без накида, я прям в вершинку ввожу крючок и выполняю соединительную. И наши арочки хорошо видны, видите, по изнанке. И мы можем приступить к выполнению наших лепесточков. Я выполняю одну воздушную, под арку ввожу крючок, выполняю столбик без накида, далее полустолбик, далее столбик с накидом. Выполнили. Далее я буду выполнять 4 столбика с 2 накидами. 2 накида и вяжем. 1, не спеша. 2, 3 и 4. Выполнили 4 столбика с 2 накидами и далее опять же столбик с накидом, полустолбик и столбик без накида. Следующий лепесток начинаем опять же, вводим крючок под арку, столбик без накида, полустолбик и столбик с накидом. И 4 столбика с 2 накидами, то есть все точно так же, как мы выполняли ранее. Так я выполняю все 5 лепесточков. Я завершаю выполнение моего кругового ряда. После того, как выполнила, да, все 5 лепесточков, вот хорошо видно, я ввожу крючок в вершинку столбика без накида, выполняю соединительную. И вот все мои лепесточки готовы. Я могу переходить к выполнению следующего ряда арочек. 1 воздушная петля. Работу переворачиваю. И смотрите очень внимательно. Вот мои столбики с 1 накидом. И я опять вокруг них буду провязывать столбики без накида. Вот таким образом. Далее 2 столбик. То есть именно вокруг столбиков с 1 накидом. И арочки у меня в этом случае будут из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И опять же следующие наши столбики. Берите поудобнее, чтобы вам просто было удобно вязать. Первый столбик и 2. Я обычно вот так подтягиваю немножко столбик и тогда ввожу уже в крючок с той стороны, как мне удобно. И 1, 2, 3, 4, 5. Так я выполняю арки до конца моего ряда.
И напоминаю, что всего у меня должно быть 5 арочек для 5 лепесточков. Я завершаю выполнение наших арочек. Напоминаю, это 5-я арка. И как и ранее, то есть мы выполняем все то же самое, как выполняли с вами ранее. Я ввожу крючок в вершинку первого столбика без накида и выполняю соединительную. Все мои арочки для лепестков готовы. Давайте я остановлюсь, вот поправлю аккуратненько. И мы теперь можем приступить к провязыванию наших лепесточков. Как мы это будем делать? Опять же, я выполняю одну воздушную, ввожу крючок под арку и выполняю столбик без накида. Далее полустолбик под эту же арочку. Все мы вяжем под эту же арочку. Далее столбик с накидом. Далее столбик с 2 накидами. И далее 4 столбика с 3 накидами. 3 накида на крючок, ввожу крючок под арку и столбик с 3 накидами. И считаем. Первый столбик с 3 накидами. Далее второй. Далее третий. И 4-й столбик, напоминаю, с 3 накидами. Выполнили. Далее 2 накида на крючок и выполняю, как и с противоположной стороны, разновысокие столбики. Столбик с 2 накидами, столбик с 1 накидом, полустолбик и столбик без накида. Вот такой лепесточек у нас с вами получился. И мы далее продолжаем работу. То есть под следующую арочку я ввожу крючок, выполняю столбик без накида и так далее. Все 5 лепесточков вы выполните самостоятельно. И завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение 3-го ряда наших лепесточков. Видите, здесь все очень просто, как и ранее. Я ввожу крючок в первую вершинку нашего столбика, точнее вершинку, да, нашего столбика, и выполняю соединительную, подтягиваю. Я останавливаюсь. Мы с вами посмотрим, что у нас получилось. Видите, так наш цветочек по изнаночке смотрится. Смотрите, нить я специально подлиннее оставила. В центр я подошью бусинку. И посмотрим, что у нас получилось. И еще 2 слова хочу сказать по поводу этого цветочка. Смотрите, вы можете оставить, да, такой цветочек для декора. Я подшила бусинку, вот так великолепно он смотрится. Но я покажу, как сделать, ну, скажем так, чтобы он был у нас в качестве, да, подвесочки, или можно было его легко прикрепить. Если это не брошка, что мы делаем? Я вытягиваю вот петлю, видите, хорошо рабочую, можно даже больше вытянуть. И прямо в эту петлю беру и вот бисер мой нанизанный на нить. Все зависит от того, какую вы петлю хотите сделать. И от этого зависит количество вашего бисера. И просто протягиваете весь этот бисер в эту петлю, видите. Я придерживаю. И просто затягиваю вот таким образом. Хорошо подтягиваю, все. И вот такая у нас петля получилась красивая, с помощью которой вы можете
прикрепить ваш цветочек. Видите, нежно, красиво. По изнаночной стороне вы хорошо прошьете иглой или крючком и вдоль столбиков уберете ниточку. И посмотрим, что у нас по итогу получилось. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать вот такие милейшие цветочки. Вяжутся очень просто, потрясающе смотрится. Рассмотрели, как можно сделать в качестве украшения, да, вот с петелечкой с такой из бисера. Можно просто сделать цветочек. Использовать можно буквально везде, начиная от ирландского кружева. Просто можно украсить как декор любое изделие, шапочку, платьице, не знаю. То есть, ну, буквально любое изделие. Обязательно пишите в комментариях, где вы планируете использовать такие цветочки. Можно украсить вот в качестве подвески, да, там сумочку можно украсить. Но опять же, все зависит от вашей фантазии, желания. Пишите в комментариях, ставьте лайки. Огромное спасибо, что вяжете вместе со мной. И до новых встреч!